Как сделать браслет со скользящим узлом из шнура, который не оплавляется зажигалкой? Например, шнур из натуральной кожи или вощеный шнур из чистого хлопка. Многих мучает этот вопрос, но есть один секрет. Берем отрезок шнура 1 мм длиной 20 см и закрепляем его. Берем второй отрезок длиной 2 метра и нанизываем на него бусины. Если отверстия в бусинах небольшие, то можно обработать конец шнура бесцветным лаком для ногтей, подождать, пока он подсохнет, и как бы вкрутить нить внутрь бусины. Берем наш длинный шнур 2 метра, складываем пополам. Сдвигаем бусины и продеваем в закрепленное кольцо. Образовавшуюся петлю закрепляем любым шнуром, натягиваем и отмеряем обхват запястья. Это будет обхват браслета в закрытом виде. Закрепляем. Вот так закрепили. Начинаем плести браслет Шамбала квадратным узлом. Нить у нас должна быть хорошо натянута. Теперь левую нить вверх, правую в образовавшееся кольцо. Хорошо подтягиваем. Теперь правую нить под основные лево наверх, левую в образовавшуюся петлю и затягиваем. Теперь левую нить. Так, чередуем правую-левую, правую-левую. Проплели до бусин. Подвигаем первую бусину, кладем ее сверху второй нити. Берем правую нить под основные налево вверх, левую нить вправо. Подтягиваем. И заводим обе нити за бусину назад. Теперь берем левую нить вправо, вверх. Перед тем, как затянуть второй узелок, нужно подтянуть первый. Затягиваем. Подвигаем вторую бусину, делаем то же самое. Один узелок. И второй узелок. Подтягиваем первый и сразу затягиваем второй. Третья бусина. Заводим обе нити за бусину под низ.
и затягиваем. Теперь нам нужно проплести столько же, сколько и в начале. Делаем столько же узлов, либо отмеряем столько же сантиметров. Плетем так, чтобы у нас получился браслет, за исключением застежки. Теперь освобождаем петлю. Вот так получилось. Складываем браслет вот таким образом. Закрепляем эти два свободных конца. Дальше кладем нить по центру. Соединяем ее вместе с петлей. Подкладываем ткань, чтобы нам было удобно плести. И продолжаем плести браслет точно так же дальше, но уже с этими 4 нитями посередине. Это у нас идет уже застежка. Застежка, которая является продолжением плетения основного браслета. Так мы аккуратно плетем до конца петли. Дошли до петельки, затянули последний узелок, освободили браслет, взяли крючок, немножко подтянули петлю и протягиваем свободные концы в разные стороны через эту петлю. Одну влево, одну вправо. Подтягиваем браслет обратно, ближе к петле. Освобождаем свободные края. Все, у нас получилась застежка. Держим за эти два свободных края. Раздвигаем браслет, только стараемся, чтобы края у нас не проскользнули сквозь застежку. На кончики добавляем по бусине. И завязываем узелки. Чтобы было удобнее, можно выдвинуть. Лишние концы отрезаем. Вот так открывается у нас браслет. И закрывается. Вторые концы у нас будут для красоты, декоративные. Делаем их такой же длины, как и первые два конца. Завязываем узелок на том же уровне. Можно эти кончики по два связать между собой и добавить бусину. Можно не добавлять бусины, как вам больше нравится. Теперь завяжем еще по одному узелку перед бусиной. Можно этого не делать, можно делать.
И учтите, что это сокращает длину концов. Вот такой красивый получился браслет со скользящим узлом, без обжигания. Вот такой он в открытом виде. Он закрывается только лишь с одной стороны. Вот такой в закрытом. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, задавайте вопросы, пишите пожелания. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. До свидания.